что если одно изобретение способно одновременно решить энергетический кризис, победить рак и переписать правила производства любого материала на планете, китайские ученые уже создали реактор термоядерного синтеза, который удерживал плазму при температуре в 7 раз горячее Солнце на протяжении 1000 секунд, разработали квантовую сеть связи, которую невозможно взломать физически, и вырастили первый в мире функциональный орган человека на принтере размером с холодильник. Но ни одно из этих достижений не является тем изобретением, о котором пойдет речь. То, что Китай готовит к масштабному внедрению прямо сейчас, меняет не отдельную отрасль, оно меняет саму логику существования человеческой цивилизации. В 2023 группа инженеров из Шанхайского института материаловедения вскрыла гробницу периода династии Хань возрастом более 2000 лет. Внутри обнаружили не золото и не шелк, там лежал металлический пояс с покрытием, которое после 2000-летий под землей не имело ни единого следа коррозии. Спектральный анализ показал состав, который современная наука не умеет воспроизвести. Сплав с содержанием магния, алюминия и неустановленного третьего элемента в пропорциях, дающих структуру, которую нынешние технологии получить не способны. Это был не первый такой случай. В 1954-м советские археологи в провинции Юньнань нашли медные наконечники стрел, твердость которых превышала современную инструментальную сталь. В 1989-м японские металлурги исследовали клинки эпохи воюющих царств и зафиксировали нанокристаллическую структуру лезвия. Такую же, какую промышленность научилась создавать только в 2000-х с помощью лазерного напыления. Все эти артефакты объединяло одно. Они были сделаны из материала, секрет которого считался утраченным. Китайские ученые из Пекинского университета потратили 7 лет, изучая более 300 таких объектов из музейных фондов и закрытых государственных хранилищ. В 2021 году они опубликовали доклад на 80 страницах с одним главным выводом. Древние мастера династий Хань и Тан использовали процесс термообработки с участием биологических катализаторов, конкретных ферментов, которые при определенной температуре перестраивают кристаллическую решетку металла на атомарном уровне. Источником этих ферментов служили растения, большинство из которых сегодня считаются исчезнувшими или используются исключительно в традиционной медицине без понимания их химических свойств. Прорыв случился не в лаборатории. Биохимик Чэнь Вэй из провинции Хунань наткнулась на средневековый трактат по алхимии в частной библиотеке своего деда. Трактат содержал точные пропорции и последовательность обработки железа с использованием экстракта корня растения, которое по-китайски называется тянь-лун, буквально небесный дракон. Чэнь Вэй синтезировала активное вещество из этого корня в лаборатории и нанесла его на образец стальной пластины при температуре 440 градусов. Ее результаты воспроизвели в 3 независимых лабораториях – в Сиане, Ухане и Гуанчжоу. Все 3 получили идентичный результат. Через 18 часов пластина обнаружила прирост поверхностной твердости в 270% при сохранении внутренней пластичности. Сочетание, которое по всем современным законам металлургии считается физически невозможным. Государственный комитет по науке и технологиям засекретил исследование в течение 48 часов после получения 3-го подтверждения. Чэнь Вэй подписала соглашение о неразглашении и была переведена в закрытый исследовательский центр в провинции Сычуань, название которого в открытых источниках не фигурирует. То, что она нашла, это не просто способ улучшить металл. Это принцип, который применим к любому кристаллическому материалу, керамике, полупроводникам, углеродным соединениям. Если биохимический катализ способен перестраивать атомарную решетку стали, то те же принципы теоретически работают для кремния в процессорах, для углеродного волокна в авиации и для материалов ядерных реакторов. Китай держит это в секрете уже 3 года, но утечки уже начались. Первая утечка произошла в феврале 23-го. Анонимный аккаунт на платформе для научного обмена опубликовал 8 страниц технической документации с грифом, который специалисты сразу опознали как формат Государственного комитета КНР по науке. Документ провисел в открытом доступе 40 минут до удаления, но за это время его скачали более 12 тысяч раз. Среди скачавших, по данным аналитической компании из Тель-Авива, были адреса серверов, принадлежащих оборонным ведомствам США, Германии, Израиля и Южной Кореи. В документе описывался не сам процесс синтеза катализатора, а результаты его промышленного применения. Конкретные цифры. Лопатки турбины реактивного двигателя, обработанные по методу Чэнь Вэй, выдержали температуру на 320 градусов выше паспортного максимума без деформации. Корпус подводного аппарата из обработанной стали выдержал давление, соответствующее глубине 4000 метров, при толщине стенки вдвое меньше стандартной. Режущий инструмент из обработанного сплава сохранял остроту в 18 раз дольше вольфрамовых аналогов.
Западные металлурги, получившие доступ к документу, публично назвали данные фальсификат. Профессор Массачусетского технологического института Роберт Харрис написал в своем блоге, что приведенные характеристики нарушают базовые законы термодинамики и материаловедения. Его статья собрала тысячи репостов. Через 3 недели Харрис тихо удалил публикацию без объяснений. По данным издания, освещающего научное сообщество, он получил предложение о консультационном контракте от компании, аффилированной с Пентагоном. Параллельно в Японии произошло событие, которое прошло почти незамеченно. Корпорация, производящая промышленные режущие инструменты, разместила на токийской бирже отчет о резком падении экспортных заказов из Китая, минус 67% за квартал. Китай перестал закупать японские режущие инструменты классов премиум и ультра. Аналитики списали это на торговые трения. Никто не связал это с документом, утекшим за месяц до этого. В марте того же года немецкий концерн, один из крупнейших мировых производителей специальных сталей, зафиксировал обнуление китайских заказов по 7 позициям высокопрочных сплавов. Китай производил эти сплавы самостоятельно не более 5% от потребности еще 2 годами ранее. За 24 месяца он перешел к полному самообеспечению и одновременно прекратил импорт. Немецкий концерн объявил о сокращении производства и увольнении 1800 сотрудников. В официальном заявлении причиной названо изменение рыночной конъюнктуры. Американское агентство по передовым оборонным исследованиям в апреле 23-го в экстренном порядке выделило грант в размере 280 миллионов долларов на программу с кодовым названием, не раскрытым публично. Источник в Конгрессе, пожелавший остаться анонимным, сообщил изданию, специализирующемуся на оборонной тематике, что программа связана с попыткой независимо воспроизвести процесс, описанный в утекшем китайском документе. На тот момент американским ученым не удалось получить ни одного результата, сопоставимого с китайскими данными. Мир не был готов к тому, что древний секрет окажется реальным. Еще меньше он был готов к тому, что Китай уже поставил его на промышленные рельсы. К середине 23 года закрытый центр в провинции Сычуань уже не занимался только металлом. Команда Чэнь Вэй выросла с 9 человек до 240 специалистов. Биохимиков, физиков твердого тела, инженеров, материаловедов и специалистов по нанотехнологиям. Государство вложило в проект эквивалент 3 миллиардов долларов за 18 месяцев. Для сравнения, весь годовой бюджет Американского института стандартов и технологий составляет около миллиарда. Открытие Чэнь Вэй к этому моменту получило внутреннее название – метод биокристаллической перестройки. Суть его в следующем. Определенные ферменты растительного происхождения при нагреве до точной температуры активируют процесс, при котором атомы в кристаллической решетке материала перераспределяются в конфигурацию с минимальной внутренней энергией. Природа сама по себе стремится к этому состоянию миллионами лет. Метод просто ускоряет процесс до 18 часов. Результат. Материал с характеристиками, которые промышленность получает только через экстремальные условия. Многотонные прессы, температуры в 1000 градусов, вакуумные камеры стоимостью в десятки миллионов. Первым практическим направлением стала полупроводниковая промышленность. Кремниевые пластины, обработанные методом биокристаллической перестройки, показали снижение электрического сопротивления на 38% при сохранении стабильности структур. На практике это означает процессоры, которые работают быстрее при меньшем тепловыделении без изменения производственного техпроцесса. Тайваньские и южнокорейские производители чипов тратят миллиарды на переход к техпроцессам в 2 и 3 нанометра ради прироста производительности в 10-15%. Китайский метод дает 38% без строительства новых фабрик. Второе направление оказалось еще более взрывным. Углеродное волокно, обработанное по методу Чэнь Вэй, при той же массе выдерживало нагрузку на 112% выше стандартного авиационного углепластика. Это число критически важно для авиации. Каждый процент снижения веса конструкции самолета при сохранении прочности дает экономию топлива, измеряемую миллиардами долларов в масштабах отрасли за десятилетия. 112% — это не улучшение существующих самолетов, это другая авиация. В августе 23-го китайская государственная авиастроительная корпорация разместила заказ на опытную партию обработанных углеродных панелей для нового узкофюзеляжного самолета. Детали заказа засекречены, но объем поставки по косвенным данным таможенной статистики составил около 800 тонн материала, достаточно для производства примерно 40 воздушных судов. Ни один зарубежный поставщик углеродного волокна в этом заказе не фигурировал. Третьим направлением стала энергетика. Лопатки турбин для газовых электростанций, обработанные методом биокристаллической перестройки, позволяют поднять рабочую температуру цикла сгорания без замены жаропрочных сплавов на экзотические и дорогостоящие материалы на основе иридия или рения. Повышение рабочей температуры на каждые 100 градусов увеличивает КПД газовой турбины примерно на 3%. Китайские испытания показали возможность повышения на 320 градусов. Это почти 10% прироста КПД для каждой работающей турбины на планете, если технология будет применена массово. Цифра выглядит технической, но за ней стоит следующее. Мировая электроэнергетика ежегодно сжигает природный газ на сумму около 800 миллиардов долларов. 10% экономии — это 80 миллиардов долларов
в год, каждый год, навсегда. И это только газовые турбины, без учета авиации, судостроения, оборонной промышленности и производства чипов. Чэнь Вэй к концу 2023 года перестала появляться на каких-либо публичных мероприятиях. Ее последнее зафиксированное публичное высказывание — короткое интервью государственному телеканалу в январе того же года, где она сказала ровно одну фразу о своей работе. «Мы нашли то, что природа уже знала». Чтобы понять, почему этот метод настолько революционен, нужно знать одну базовую вещь о материалах. Любой металл, керамика или полупроводник состоит из кристаллов, микроскопических блоков, в которых атомы выстроены в строгом порядке. На границах между этими кристаллами порядок нарушается. Там скапливаются дефекты, примеси, напряжение. Именно эти границы — главная причина того, почему материалы ломаются, корродируют и теряют прочность. Вся современная металлургия — это борьба с границами кристаллов через температуру, давление или гир. Метод биокристаллической перестройки решает проблему иначе. Ферментный катализатор, разработанный на основе экстракта тянь-лун, при нагреве до 440 градусов выделяет молекулы, которые встраиваются именно в граничные зоны кристалла. Там они действуют как молекулярные направляющие, заставляют атомы на границах перемещаться в позиции с минимальной энергией, фактически сглаживая дефекты изнутри. Процесс идет 18 часов при атмосферном давлении и не требует вакуума или инертной среды. Обычная промышленная печь, обычный воздух, только катализатор. Ключевой вопрос, который задали западные ученые после утечки документа: почему это не открыли раньше? Ответ в том, что тянь-лун как растение изучался исключительно в контексте традиционной медицины, где его корень применяется при заболеваниях суставов. Никому не приходило в голову исследовать его ферментный состав в контексте материаловедения. Связь между средневековым алхимическим трактатом и промышленной металлургией не могла возникнуть в рамках западной научной традиции, которая строго разделяет биологию и физику твердого тела. Китайская традиция такого разделения не знала. Второй ключевой момент — масштабируемость. Если такая революция в материалах произошла благодаря древним секретам, то почему бы не открыть для себя что-то новенькое и полезное? На нашем сайте playprofitch.com собраны все самые популярные нейросети по одной подписке. Только сегодня, зарегистрировавшись по ссылке в описании, вы получите 500 токенов на подарок. Не упустите шанс. Тянь-лун культивируется в провинциях Юньнань и Сычуань на площадях, которые Китай начал резко расширять в 2021 году. По данным спутниковых снимков компании, отслеживающей сельскохозяйственные угодья, площадь плантаций этого растения выросла за 2 года в 17 раз. Тогда аналитики не понимали причины. Теперь причина очевидна. Китай готовил сырьевую базу для промышленного производства катализатора задолго до того, как результаты были обнародованы даже внутри страны. Синтез активного фермента из корня тянь-лун занимает 4 часа в стандартном биохимическом реакторе. Себестоимость катализатора для обработки 1 тонны стали по предварительным расчетам, опубликованным в единственной незасекреченной части исследования, составляет около $12. Для сравнения, легирование той же тонны стали ванадием и молибденом для достижения близких характеристик прочности обходится в $300-500 и не дает сопоставимого результата по коррозионной стойкости. Именно дешевизна процесса делает его по-настоящему опасным для мирового рынка материалов. Дорогостоящие технологии можно контролировать через патенты и ценообразование. Процесс стоимостью $12 за тонну при использовании растения, которое растет только в Китае, и которое Китай уже начал экспортировать с ограничениями, создает совершенно другую геополитическую реальность. Это не технологическое преимущество. Это ресурсная монополия, встроенная в биологию конкретного региона планеты. В октябре 2023 года Китай внес тянь-лун в список растений, экспорт которых требует специального разрешения государственного уровня. Официальная формулировка — защита биоразнообразия. Ни одно международное издание не связало это решение с методом биокристаллической перестройки. Связь стала очевидна позже, когда 3 страны одновременно запросили экспортные лицензии и получили отказ. В ноябре 2023 года Европейское агентство по химическим веществам получило запрос от консорциума немецких и французских промышленных компаний с просьбой провести экстренную классификацию ферментов группы тянь-лун. Формально это был технический запрос о безопасности. Фактически попытка получить доступ к химическому описанию вещества через регуляторную процедуру, минуя патентную защиту. Агентство отказало, сославшись на недостаточность предоставленных данных. Консорциум подал апелляцию. Апелляция рассматривается до сих пор. Американская разведка к этому моменту уже работала по теме напрямую. 3 китайских ученых, имевших отношение к смежным исследованиям в области биохимии материалов, получили предложение о позициях в американских университетах в течение 1 месяца, до октября 23-го. 2 отказали. 3 принял предложение, перебрался в Калифорнию и через 6 недель был тихо отозван обратно в Китай после того, как китайская сторона официально уведомила американское посольство о том, что данный гражданин является носителем сведений, составляющих государственную тайну.
Инцидент не получил огласки. Обе стороны предпочли не раздувать скандал. Германия действовала через промышленный шпионаж иначе. Компания, специализирующаяся на анализе конкурентной разведки и работающая по контрактам с концернами оборонной промышленности, в декабре 23-го направила 3 специалистов в провинцию Юньнань под видом агрономов, изучающих лекарственные растения. 2 вернулись с образцами корня тянь-лун, около 800 граммов сырья, вывезенного в нарушение китайских экспортных ограничений. Образцы поступили в лабораторию Штутгартского технологического института. Анализ занял 4 месяца. Результат: немецким биохимикам удалось идентифицировать 3 из предположительно 5 активных ферментов. 2 ключевых, тех, что отвечают непосредственно за перестройку кристаллической решетки, выделить не удалось. Без них процесс не работает. Южная Корея пошла другим путем. Государственный институт передовых технологий в Тэджоне запустил программу обратного инжиниринга на основе образцов обработанной стали, закупленной через посредников на китайском вторичном рынке промышленного оборудования. Идея состояла в том, чтобы по финальному результату восстановить процесс. Корейские материаловеды провели 3000 спектральных анализов образцов, построили компьютерные модели возможных процессов обработки и в феврале 24-го объявили внутри института, что воспроизведение метода займет не менее 7 лет при текущем уровне понимания биохимических механизмов. Японский национальный институт материаловедения опубликовал в марте 24-го открытое исследование, единственное на тот момент в мире, в котором подтвердил аномальные характеристики образцов китайской обработанной стали, приобретенных легальным путем через дистрибьютора промышленного оборудования в Гонконге. Исследование вышло в рецензируемом журнале и произвело эффект разорвавшейся бомбы в академическом сообществе. Впервые авторитетный независимый институт публично подтвердил то, что западные ученые называли фальсификацией. Профессор Харрис из Массачусетского технологического института, удаливший свою критическую статью 8 месяцами ранее, от комментариев отказал. Пентагон к весне 24-го сформировал рабочую группу из представителей Агентства по передовым оборонным исследованиям, Национального института стандартов и технологий и 3 частных оборонных подрядчиков. Группа работала под грифом секретности, но утечка из Конгресса в апреле того же года раскрыла ее главный вывод. При сохранении текущего темпа развития Китай через 3-4 года получит технологическое превосходство в производстве конструкционных материалов для военной техники, которые невозможно компенсировать без доступа к самому методу или его полного независимого воспроизведения. Ни то, ни другое на тот момент не было достигнуто. За проектом Чэнь Вэй с самого начала стояла структура, которая в открытых китайских документах не упоминается ни разу. Ее неофициальное название среди осведомленных наблюдателей — Комитет стратегических материалов. Формально он не существует. Нет официального постановления о создании, нет публичного бюджета, нет списка сотрудников. Но его следы прослеживаются через цепочку финансовых решений, кадровых назначений и регуляторных изменений, которые невозможно объяснить работой обычных ведомств. Первый след: в 2021 году Государственный банк развития Китая открыл кредитную линию на сумму, эквивалентную $800 миллионам для финансирования агропромышленных проектов в провинции Юньнань. Получатель кредита — холдинговая структура, зарегистрированная в Шэньчжэне за 6 недель до подписания договора. Холдинг немедленно начал скупку сельскохозяйственных земель в Юньнане и Сычуане. Именно тех земель, на которых впоследствии выросли плантации тянь-лун. Второй след — кадровый. Руководитель закрытого центра в Сычуане, куда была переведена Чэнь Вэй, ранее занимал должность заместителя директора департамента стратегического планирования в Центральной военной комиссии. Это не академический администратор и не технократ от наук. Это человек оборонного планирования, поставленный управлять гражданским исследовательским центром. Подобные назначения в Китае происходят только тогда, когда проект получает статус стратегического приоритета государственной безопасности. Третий след ведет к личности, которая публично никак не связана с материаловедением. Лю Цзяньга — советник Государственного совета по вопросам промышленной политики, в прошлом руководитель программы по редкоземельным металлам в 90-е. Именно он в 90-е выстроил систему, при которой Китай установил глобальную монополию на добычу редкоземельных элементов. Монополию, которую мир осознал только тогда, когда она уже была абсолютной. По данным 2 независимых источников, знакомых с внутренней структурой проекта, Лю Цзяньга курирует программу биокристаллической перестройки лично с 2020 года, за 3 года до того, как Чэнь Вэй нашла трактат в библиотеке Дед. Этот факт меняет всю историю. Если Лю Цзяньга вошел в проект в 2020-м, значит, либо исследования начались раньше, чем известно публично, либо кто-то в китайской системе знал о существовании метода до того, как Чэнь Вэй его обнаружила. Трактат в библиотеке деда мог быть не случайной находкой, а направленным поиском. Дед Чэнь Вэй, Чэнь Бомин,
Был профессором истории науки в Уханьском университете и специализировался на технологиях Древнего Китая. Он умер в 2019 году. По словам коллег, последние 2 года жизни он работал над закрытым консультационным проектом, тему которого не раскрывал. Схема, которую выстраивал Лю Цзяньга, полностью повторяет редкоземельную стратегию, но с одним принципиальным отличием. Редкоземельные элементы, метагеология, они либо есть в земле, либо нет. Другие страны могут найти альтернативные месторождения и найти их. Австралия, США и Канада активно это делают. Биологический катализатор привязан к конкретному растению, которое произрастает в специфических климатических условиях юго-западного Китая. Вырастить тяньлун в промышленных масштабах за пределами этого региона агрономически возможно, но требует десятилетий адаптации и дает непредсказуемый выход активных ферментов. Это монополия, встроенная в биогеографию планеты, а не просто в политические границы. Лю Цзяньга дал единственное публичное интервью на смежную тему в 2022 году журналу, освещающему промышленную политику. На вопрос о стратегических материалах он ответил коротко. 21 век выиграет тот, кто контролирует не источники энергии, а свойства вещества. Тогда фраза казалась абстрактной. Сейчас она читается как описание уже реализованного плана. В мае 2024 года китайская государственная судостроительная корпорация спустила на воду эсминец, масса которого на 18% ниже любого сопоставимого по классу корабля в мире при задокументированном увеличении толщины брони. Американские военно-морские аналитики провели 3 недели, пытаясь объяснить это через традиционные конструкторские решения. Объяснения не нашлось. Единственная версия, которая сходилась математически, применение конструкционного материала с характеристиками, выходящими за пределы всего известного на рынке. Доклад лег на стол Комитета по вооруженным силам Сената с пометкой «Требует немедленного реагирования». Одновременно в Шанхае начала работу первая коммерческая линия по обработке промышленных компонентов методом биокристаллической перестройки. Открытая, незасекреченная, принимающая заказы от китайских производителей. Мощность линии 1200 тонн обрабатываемого материала в месяц. Стоимость услуги для заказчика эквивалент $19 за килограмм готового изделия, что при получаемых характеристиках делает продукт дешевле любого зарубежного аналога сопоставимого качества в 3-4 раза. К линии немедленно выстроилась очередь из производителей инструмента, авиационных компонентов и электроники. Срок ожидания на момент открытия 7 месяцев. Последствия для глобальных цепочек поставок начали проявляться в течение 6 недель. 3 европейских производителя высокопрочного крепежа для авиационной промышленности потеряли китайские контракты одновременно. Японский поставщик специальных подшипников для станкостроения зафиксировал отказ от контрактов на сумму $240 миллионов за 1 квартал. Американский производитель титановых компонентов для оборонной промышленности объявил о закрытии 2 заводов. Не потому что Китай был его клиентом, а потому что Китай стал его конкурентом на рынках третьих стран с продуктом, который дешевле и прочнее. Но самым шокирующим стало не это. В июне 2024 года утекли внутренние данные о применении метода к ядерной отрасли. Обработанные по методу биокристаллической перестройки циркониевые трубки, оболочки топливных элементов ядерных реакторов показали в испытаниях устойчивость к радиационному охрупчиванию в 4 раза выше стандартных. Радиационное охрупчивание – главная причина ограничения срока службы ядерных реакторов. Стандартный реактор рассчитан на 40 лет работы именно потому, что за этот срок материалы активной зоны деградируют до предельно допустимого состояния. 4-кратное повышение устойчивости теоретически означает продление срока службы реактора до 160 лет или кратное снижение стоимости ядерной энергетики через уменьшение частоты замены компонентов. Китай располагает 56 действующими ядерными реакторами и 23 строящими. Если обработка циркониевых компонентов будет применена системно, стоимость производства электроэнергии на китайских атомных станциях упадет настолько, что экспорт электроэнергии из Китая в соседние страны станет экономически выгоднее, чем строительство собственной генерации в этих странах. Это не энергетическое преимущество, это энергетическая зависимость целых регионов от единственного поставщика. Индия, Пакистан, страны Юго-Восточной Азии, часть Африки, получающая китайские инфраструктурные кредиты, все они оказываются в ситуации, когда отказаться от китайской энергии экономически невозможно. Лю Цзяньга в свое время сделал мир зависимым от китайских редкоземельных элементов. То, что разработала Чэнь Вэй, делает мир зависимым от китайского вещества как такового. От самой способности производить прочные, легкие и долговечные материалы по доступной цене. В июле 2024 года Тайвань в экстренном порядке инициировал переговоры с США о расширении программы военной помощи. В запросе тайваньской стороны отдельным пунктом значилось предоставление доступа к технологиям производства конструкционных материалов, способных конкурировать с китайскими аналогами нового поколения. Американская сторона ответила, что работа в этом направлении ведется. Это был дипломатический способ сказать, что ответа пока нет.
В августе 2024 года Китай подал заявку на международный патент не на сам метод биокристаллической перестройки, а на 712 конкретных промышленных применений, в каждом из которых метод используется как компонент производственного процесса. Это юридически грамотный ход. Патентовать принцип сложно, патентовать каждое конкретное применение значит создать правовой лабиринт, через который конкуренту придется пробираться десятилетиями. Патентные ведомства США, Европы и Японии получили заявки одновременно. Срок рассмотрения от 3 до 7 лет. Все это время Китай работает без ограничений, пока остальные разбираются с документами. Чэнь Вэй появилась на публике один раз за весь 24 год на закрытой церемонии вручения государственной премии в области науки и технологий в декабре. Фотография попала в открытый доступ через аккаунт одного из второстепенных участников церемонии и была удалена через 2 часа. На снимке она стоит рядом с Лю Цзяньго. Оба держат одинаковые красные папки с государственной символикой. Выражение лица Чэнь Вэй на фотографии не триумф и не радость. Скорее усталость человека, который понимает масштаб того, что запустил. Точка невозврата — это не момент, когда технология была открыта. Это момент, когда она была поставлена на промышленный поток быстрее, чем мир успел осознать ее существование. К концу 2024 года Китай обработал по методу биокристаллической перестройки. По оценкам аналитической компании, отслеживающей промышленное производство через спутниковые данные и таможенную статистику, не менее 800 тысяч тонн различных материалов. Это компоненты самолетов, которые уже летают, турбины электростанций, которые уже работают, корпуса кораблей, которые уже бороздят океан, режущий инструмент, который уже стоит на заводах по всему Китаю и в 23 странах, закупившихся через посредников. Вопрос, с которого началась эта история, звучал так, что если одно изобретение способно одновременно изменить энергетику, военную промышленность, авиацию и производство чипов. Ответ оказался проще и страшнее, чем любая фантастика. Это изобретение уже существует, оно уже работает, и оно принадлежит одной стране. История знает несколько подобных моментов. В 1945-м одна страна владела ядерным оружием, и это изменило всю геополитику на десятилетия вперед. В 70-х несколько стран Персидского залива контролировали нефть, и весь мир перестраивал свою экономику под это обстоятельство. В 2000-х Китай установил монополию на редкоземельные элементы, и производители электроники по всему миру обнаружили, что критически зависят от единственного поставщика. Каждый раз мир реагировал с опозданием. Каждый раз цена опоздания оказывалась огромной. Сейчас разрыв между Китаем и остальным миром в этой технологии составляет, по самым оптимистичным оценкам западных аналитиков, от 5 до 8 лет. По пессимистичным 10 и более, потому что без доступа к Тянь-Лун в нужных объемах воспроизведение метода теоретически возможно, но практически упирается в биологический барьер, который нельзя преодолеть деньгами и инженерным талантом. Деду Чэнь Вэй, профессору Чэнь Бамину, в его трактате по истории технологий, изданном в 1987-м, принадлежит фраза, которую сейчас цитируют в закрытых аналитических докладах сразу нескольких правительств. Китай не изобретал порох, компас и бумагу для того, чтобы изменить мир. Он просто наблюдал природу внимательнее других. Мир менялся сам. Его внучка нашла в его библиотеке трактат возрастом 800 лет. И мир снова меняется. Сам, но не для всех одинаково.